Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Подъехали новости по поводу Star Citizen. Ежемесячный отчет ПУ от июля 2025 года. Контент ИИ. В июле команда по контенту ИИ продолжила реализацию текущих инициатив, упомянутых в последних ежемесячных отчетах, включая продвижение новых наборов боевых персонажей, которые будут завершены после проведения некоторых интеграционных работ. Команда также пересмотрела поведение в магазинах, чтобы найти новые возможности для повышения интерактивности населения. Например, используя недавнее поведение в медицинских пунктах, где NPC выражали обеспокоенность кризисом регенерации, чтобы добавить еще больше лора и колорита. А ETH также запланировала несколько предстоящих релизов, обозначив необходимые работы и потенциальные препятствия, которые им потребуется преодолеть для достижения желаемого результата. Кроме того, команда продолжила оказывать поддержку командам по разработке миссий и дизайна во внедрении дополнительных коммуникационных вызовов в игру. И функции. В июле команда разработчиков ИИ функций продолжила разработку новых существ, включая прототип игрового процесса для битвы с боссом. В рамках этой работы была создана новая технология, которая ускоряет этот процесс и делает его более итеративным, и предоставляет дизайнерам более эффективный инструментарий, разделяя поведение на части и делая его управляемым данными. В бою людей команда исправила множество мелких ошибок и проблем. Также были добавлены различные улучшения, включая атаку толчком на близком расстоянии, которая позволяет и быстро реагировать на игрока или других NPC, приближающихся слишком близко. Затем функции ИИ продолжили дорабатывать, совершенствовать и исправлять ошибки в восприятии и исследовании при использовании группового поведения. Теперь для определения длительности нахождения цели вне зоны досягаемости используется время группового восприятия, а не индивидуальное. Также было сокращено время до истечения времени ожидания перехода в режим исследования и возврата в состояние бездействия. Также был достигнут прогресс в работе над интерфейсом ИИ оружия и динамическим состоянием оружия. Например, когда оружие переключается с режима скорострельного огня на режим одиночного огня при перегреве. Команда также разработала прототип технологии для перемещающегося наблюдения ИИ, которая подразумевает, что NPC координируют свои действия для перемещения через укрытие при перемещении в определенную область. Это потребовало внесения изменений в систему ТПС, чтобы ИИ мог находить укрытие рядом с тропами. Раздел ИИ. Команда разработки игрового интеллекта. В июле команда разработчиков Game Intelligence продолжила работу над прототипом Mission System версии 2. Это включало перемещение состояний узлов в графе и их отражение при копировании, вставке и отмене. Также был подробно рассмотрен потоковый профилировщик, планировщик обновления компонентов сущности, сокращенно ECUS. Это базовая система, которая определяет, что находится в зоне действия и предоставляет фундаментальную информацию о близости для всех решений, связанных с потоковой передачей. Кроме того, были разработаны визуальные прототипы для профилировщика плотности, который позволяет предварительно визуализировать большие сцены при наличии слишком большого количества объектов. Он включает в себя выбор уровней, пикселей или уровня объема для быстрого выявления проблемных областей. Команда также продолжила исправлять различные мелкие ошибки и работать над функциями, запрошенными и предложенными разработчиками игры для улучшения StarScript. И технологии. В этом месяце специалисты АИ-Tech начали работу над улучшением навигации. Например, они исправили связи между островами для планетарной навигационной сетки и улучшили связи между типами навигации и метриками. Теперь в зоны со стоимостью навигации можно добавлять флаги, чтобы не допустить остановки NPC в них. А обновление системы тактических очков предотвращает генерацию очков в зонах, где NPC не разрешено останавливаться. Для искусственного интеллекта корабля были внесены обновления в различные блоки движения после добавления новых функций, а также был реализован новый тип запроса движения полета, позволяющий объединить движение корабля со сплайнами. Также были оптимизированы компоненты видения, такие как предотвращение отправки конфликтов в блокировке или отмены передачи лучей. Что касается инструментов, команда добавила поддержку перетаскивания нескольких элементов в представление структуры StarScript. Также были добавлены платформы отображения и названия слоев как часть типа переменной в представлении структуры, а также улучшено предоставление бесед. В потоковую диаграмму также были добавлены новая функциональность, позволяющая дизайнерам отмечать, какие поведения глобальных функций подчинения разрешено использовать в логике скриптов. Для инструмента
построения объектов Usable была добавлена поддержка вспомогательной геометрии и возможность выбора используемого канала для тестирования вместо анимации. Изменения настроек были Usable теперь применяются непосредственно к объекту без необходимости перезагрузки инструмента. Наконец, для UETech были внесены исправления для различных мелких проблем, таких как неправильное отображение слота, выравнивание имени, привязка прикрепленных объектов к неправильным местам и неправильная проверка помощников. Анимация. В прошлом месяце команда работала над новым шаблоном анимации входа-выхода корабля, а также над подборами предметов для особых игровых особенностей для предстоящего релиза на ПУ. Команда по анимации лиц обработала материалы, полученные в июне при съемках, включая несколько новых персонажей и мини-боссов. Затем они совместно с Narrative работали над созданием и финализацией анимаций для различных телевизионных персонажей, которые будут присутствовать во вселенной, включая Джеймса Харримана. Разработчики также вернулись на съемочную площадку вместе с командами Mossar и Narrative, чтобы записать дополнительный контент для Alpha 4.3.1 и будущих релизов. Дизайн. Персонажи. Команда по дизайну персонажей потратила месяц на создание новой брони и их вариантов. Тем временем команда концепт-арта подготовила рабочие листы и начала этап исследования новых летных костюмов, выполняя запросы других команд. Дизайн. Корабли. В Великобритании Anvil Paladin прошел проверку на этапе серой коробки. Это выявило некоторые проблемы с расположением боковых башен, что привело к дальнейшим доработкам, чтобы получить игру, которая будет хорошо играть, но при этом соответствовать изначальной концепции. Навигация на Drake Ironclad была улучшена, включая новые лифты и перераспределение лестниц для ускорения перемещения по кораблю. Ironclad Azal также прошел этап разработки в формате белой коробки, где команда реализовала ключевые различия между ним и базой. RSI Meteor также был запущен в производство одновременно с полной модернизацией интерьера Мантиса. 4 неанонсированных техники также находятся на стадии разработки. Первый был запущен и приближается к завершению этапа белой коробки, а второй прошел этап белой коробки и перешел на стадию серой коробки. В ходе проверки были выявлены некоторые проблемы с механизмом загрузки, которые впоследствии были устранены. Разработка третьего варианта продолжилась, геометрия всех команд была доработана, а подвижные элементы получили дополнительную анимацию. Последний, пока не анонсированный, прошел объединенный отбор. Это было сделано для того, чтобы дать командам по звуку, пользовательскому интерфейсу и визуальным эффектам больше времени для добавления деталей и установления новых стандартов в своих областях. В Северной Америке RSI Apollo, Medivak и Tridge прошли проверку лот 0 и сейчас находятся на завершающей стадии, где создаются настройки, повреждений, покраски и уровней лотов. RSI Persei перешел в фазу лот 0, сейчас ведется работа над деталями внешнего вида, чтобы визуально привести его в соответствие с другими кораблями RSI. Наконец, над Drake Kraken была проведена дополнительная предсерийная работа. Это позволило выявить новые области, где наборы от Ironclad помогут ускорить производство, а также ряд более сложных внутренних зон, требующих времени на разработку новой концепции, например, инженерные работы, и недавно добавленный небольшой медицинский пункт. Сообщество. Большая часть июля была потрачена на то, чтобы отзывы игроков доходили до соответствующих разработчиков команд, наряду с постоянным планированием и поддержкой предстоящего CitiesCon Direct. Команда также продолжила выполнять такие вечно зеленые задачи, как обновление и обзоры дорожной карты, обновление расписания Arena Commander и ежемесячные отчеты, например, как этот. Июль также начался с фестиваля Foundation Festival, который сопровождался публикацией, объясняющей, как присоединиться к системе руководства, а также демонстрирующей наградой за участие. Команда поделилась публикацией New Player Essentials с подборкой ресурсов, которые помогут новичкам начать. Org Spotlight Comlink, освещающий несколько организаций игроков, набирающих новых участников, и конкурсом скриншотов, в котором игрокам предлагалось поделиться трогательными моментами команды, работы и дружбы. Кроме того, июль ознаменовал дебют обновленной реферальной программы с улучшенным пользовательским интерфейсом и обновленными наградами, которые открываются чаще. С запуском Alpha 4.2.1 команда опубликовала раздел часто задаваемых вопросов, содержащий ключевые подробности о событии. Также был опубликован раздел вопросов и ответов по RSI Meteor, в котором даны ответы на вопросы об этом новом корабле, и освещаются улучшения RSI Mantis и системы квантового пресечения. Вслед
За неделей пришельцев в июне команда выпустила цифровую кулинарную книгу с рецептами на инопланетную тематику, присланными игроками для конкурса «9 вкусов от Викела». Месяц завершился запуском Ship Showdown 2955, в ходе которого игроки начали объединяться вокруг своих любимых летательных и управляемых транспортных средств, отправляя оригинальные творения в комьюнити-хаб и социальные сети. Мировой тур Bar Citizen продолжился двумя остановками Quantum Vegas и Tampa Bar Citizen, где оба мероприятия объединили новые знакомые лица для энергичных и душевных встреч. Основной игровой процесс. В течение июля команда разработчиков основного игрового процесса занималась грузовыми лифтами, исправляя критические проблемы, выявленные во время мероприятия Resource Drive, а также совместно с командой контроля качества совершенствовали инструменты отладки. Это позволит быстрее решать будущие проблемы, имея больше исходной информации для расследования. Совместно с Online Technology также велась работа по генерации контрактов и использованию локаций в миссиях как с точки зрения поиска, так и с резервирования, чтобы предотвратить их переполнение. Были немедленно внедрены исправления, а также запланирован ряд будущих улучшений. В основном игровом процессе также улучшен процесс появления игроков, что позволяет игрокам снова попытаться возродиться непосредственно в своих ангарах, а не в своих домашних локациях. Это также открывает путь к тому, чтобы игроки могли возрождаться там, где они были, в разумных пределах. Core Gameplay начал техническую работу по обновлению частей инвентаря и продолжил исправление ошибок в грузовых лифтах. В процессе создания команда продолжила пересматривать рамки первого публичного релиза, в то время как концепция пользовательского интерфейса инвентаря, недавно показанная в Star Citizen Live, вошла в разработку, и команда провела подготовительную работу и настроила новый холст. Для взлома были добавлены дополнительные возможности, помогающие игрокам научиться пользоваться этой функцией, а также исправление ошибок. Core Gameplay также поддержал Weapon Content, реализовав специальную анимацию размахов крыльев, используемую во время зарядки снайперского оружия Volt. В июле инженерный геймплей перешел в стадию подготовки к тест-превью, и разработчики перенесли код в новый промежуточный поток. Также была добавлена возможность ограничить количество активных элементов в пуле. Температура двигателя теперь отображается на экране, а иконография между экранами диагностики и инженерного интерфейса была унифицирована. Команда также добавила дополнительные модификаторы баланса повреждений, например, теперь взрыватели на более прочных кораблях сложнее уничтожить. Диагностика также получила фильтры серьезности и категории элементов, чтобы упростить выявление критических проблем. В рамках текущей инициативы по повышению качества жизни, добычи и сбора команда завершила новую реализацию генерацию добычи. Эта система вдвое быстрее предыдущей и включает улучшенные средства управления для дизайнеров, а также улучшенные инструменты отладки. Запущена функция «Срок действия предмета», которая позволит дизайнерам определить срок действия функциональности предметов. Это предназначено для предметов таких как ключ-карты, которые предназначены для использования в течение ограниченного времени, после чего становятся нефункциональны. Состояние истечения срока действия предмета и таймер будут отображаться в инвентаре. Продолжается работа над восстановлением предметов уровня 1, включая различные задачи настройки и отладки инструментов. Команда завершила рефакторинг квантового запрета для сервер-мешинга, выпущенного в Alpha 4.2.1. Осталось еще несколько нерешенных задач, которые будут реализованы в будущих версиях. Команда также продолжила работу над системой управления полетом. Например, была завершена электродистанционная система управления Control Surface, которая будет передавать команды пилота в систему IFSCS для корректной регулировки рулевых поверхностей в атмосфере, подобно тому, как это делает современный истребитель. Это также включало реализацию автоматического триммирования и исправления различных ошибок, выявленных в ходе игрового тестирования. Для квантовых путешествий команда продолжила работу над реализацией новой механики. Радары сканирования получили дальнейшее развитие в июле благодаря новым улучшениям, позволяющим разработчикам задавать пользовательские данные сканирования. ИИ теперь может реагировать на сканирование и реагировать соответствующим образом. Игроки также смогут определять, оснащен ли вражеский NPC радаром и может ли он заметить, что игрок проводит сканирование. Продолжался текущий рефакторинг транспортной системы, включая дополнительные работы над динамическими пунктами назначения, такими как ангары. Основной игровой процесс также помог командам по контенту в реализации недавних миссий накопления ресурсов и эскорта.
В рамках подготовки к августовскому релизу команда Core Gameplay совместно с командами по контенту работала над расширением возможностей управления наградами за предметы. Также была предоставлена дополнительная поддержка механики будущего существа. Затем команда уделила время устранению критических проблем, препятствовавших использованию ячеек для сдачи вещей, необходимых для предстоящего набора миссий. Также были устранены различные ошибки, пограничные случаи и эксплойты. Экономика. В настоящее время команда «Экономика» анализирует результаты недавнего опроса общественного мнения. Мы хотели бы поблагодарить всех за ваши чрезвычайно полезные отзывы. Ваши ответы помогут нам лучше расставить приоритеты на ближайшие несколько месяцев. Команда по экономике. Они также пересмотрели показатели вовлеченности для нового контента, представленного в этом году с целью сбалансировать его так, чтобы он был одновременно интересным и справедливым. Стремясь сделать игру более доступной, команда добавляет боеприпасы, используемые для большинства видов оружия в шутерах от первого лица, в значительное число магазинов. Теперь игрокам будет проще найти боеприпасы для своего любимого оружия, однако боеприпасы для более специального оружия останутся эксклюзивными. Дизайн миссий. Команда по разработке миссий следила за событием Resource Drive, чтобы увидеть, как игроки взаимодействуют с событием, исправила небольшие уязвимости и помогла инженерам исправить систему генерации миссий. Затем они рассмотрели старые локации, которые не были включены в рефакторинг Alpha 4.0 и, следовательно, для которых сейчас нет миссий. После их завершения игроки увидят, что существующие боевые миссии начинают быть нацелены на некоторые из этих локаций. Наряду с этим команда поддерживала результаты Alpha 4.3, создавая миссии, побуждающие игроков к взаимодействию с новым контентом. В Викела также появились новые миссии и косметические предметы, были внесены правки баланса и началась работа над системой принятия миссий в мире. Повествование. В прошлом месяце команда по нарративному контенту активно участвовала в подготовке к выпуску патча Alpha 4.3, дорабатывая и корректируя тексты миссий, цели, экраны интерфейса и фирменный стиль, чтобы создать целостный повествовательный опыт в новой локации. Команда также провела сеанс захвата производительности, охватывающий контент для нескольких предстоящих патчей. В этом году команда по нарративному контенту проводила сеансы захвата производительности в меньшем объеме, но чаще, чтобы лучше соответствовать ритму и потребностям этого цикла релизов. Кроме того, команда создала текстовые задания и сценарии заполнения для нескольких игровых сценариев, которые будут представлены позднее в этом году. Поскольку нам необходимо записывать сценарий достаточно заранее, чтобы материал был обработан и внедрен в игру, мы работаем с дизайнерами, чтобы записать дополнительный материал с учетом любых будущих корректировок, которые могут потребоваться по мере оттачивания игрового процесса. Это требует тщательного баланса между получением дополнительного материала и тем, чтобы не загружать сессии материалом, который никогда не будет использован. Команда по повествованию. Кроме того, команда начала прорабатывать дополнительные детали для будущей локации, уточняя детали, которые помогут в дальнейшем направлять художников, дизайнеров по мере наполнения ее локациями и игровым процессом. Они также проработали историю нового продавца кораблей, который, как надеется, команда для повествования станет интересным дополнением к вселенной. Онлайн-технологии. Live Tools улучшили механизм отправки сообщений об ошибках разработчиками через обработчик сбоев, сделав его более надежным. Кроме того, он поддерживает более широкий спектр вариантов использования, помогая быстрее выявлять и устранять проблемы. Команда онлайн-сервисов работала над API Stow Context и поддерживала миссии как на стороне сервера, так и на стороне игры. Также началась работа над библиотекой чертежей, а разработка API запланирована на август. Наконец, команда продолжила работу и обсуждение Item in Print версии 1. В июле команда R&D сосредоточилась исключительно на анализе производительности и оптимизации движка и кода игры. Это останется приоритетным направлением в обозримом будущем. Пользовательский интерфейс. Команда по пользовательскому интерфейсу продолжила поддержку предстоящего игрового события, предоставив больше интерактивных и относящихся к окружению экранов, чем когда-либо прежде. Это продолжалось по обычному процессу. Тесное сотрудничество с геймдизайнерами для создания макета, определение внешнего вида с помощью концепт-артов, а затем взаимодействие с техническим дизайном для реализации этих идей в игре. Разработчики также начали работу над пользовательским интерфейсом инвентаря, который был показан в эпизоде Star Citizen Live «Заработок во вселенной».
Это сложный пользовательский интерфейс, охватывающий несколько аспектов будущего игрового процесса, поэтому мы будем работать над ним еще какое-то время. Команда по пользовательскому интерфейсу. Наконец, команда создала приборную панель и пользовательский интерфейс MFD для будущего автомобиля, техники, обладающего несколькими уникальными визуальными особенностями. Визуальные эффекты. В июле основное внимание VFX уделялось версии Альфа 4.3, включая новые локации, уникальные события, транспортные средства и оружие. Они также начали подготовку к Альфа 4.3.1 по мере поступления соответствующих задач. Это вся информация, которая сейчас доступна по поводу того, что происходило в игре за июль. Как-то так. Надеюсь, вам было приятно, возможно, даже интересно услышать то, что разработка Star Citizen продолжается и все двигается. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.